Всем доброе утро. Какой сегодня будет фронт работы? Пойдемте посмотрим. Вот, видите, что происходит. А происходит следующее. У меня на канале уже есть, конечно, ролик, когда я делал стрелу. Я вам тогда говорил тоже еще в предыдущих роликах, что, ровно год назад вот, делал вот эту трубку. То есть переварили, перепарил, она текла. Сейчас, не знаю, что там, где идет утечка масла. Вот, не то эта трубка, не то, наверное, вот такая трубка. Она может быть сам цилиндр. Сегодня начнем разбирать и искать причину. Ну, а возможно, может быть, и сегодня все устраним за один день. И напоминаю всем, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Так что, погнали! И пока осталось еще масло в баке, в гидробаке, вот поедем поправим бревно на 63-й и на барс переложим остатки сушняка и уже встаем точно на ремонт. Там осталось, может, в баке чуть на дне, но я думаю, хватит. Вот, ребят, какую проблемку нужно быстренько устранить. То есть вот подъемник, вот бревно, вот эти захваты бывают, с этой стороны захватит или наоборот. Там комель захватит, здесь нет, и вот так выбрасывают, если вовремя его не остановить. Ладно, сейчас быстренько ее скинем и едем дальше. Ребят, в прошлых роликах было, вот на этой ленте я разгружался, подвозил кривую березу. Сейчас кривая береза будет пилиться здесь, там поставлен новый станок, распускает ее. Вот, на этом месте будут ставить мини-барс. Вон, видите, уже соображают, где что подпитываться, подсоединяться. Так что, кому будет интересно, пишите в комментариях. Я сниму новый мини-барс. Как он будет пилить, как он будет работать и все такое. Так, ребят, еще одно дело сделали. Все, здесь уже прям, реальная гнилушка. То есть тут пару-тройку бревен. Все, везде все перебрал, все зашибись. Вот, все здесь в штабеле. Все, едем на место стоянки и ремонта. Ребят, жара вообще финиш. Без 15-10, а жарко вообще караул. Градусов, наверное, 25-27. Ну что, пойдемте посмотрим порядок действий. Что нам нужно будет? Нужно нам будет вот этот смаченький пенечек. Мы его будем подставлять под стрелу. Думаю, он пойдет. Вот смотрите, ребят. Смотрите, видите капли? Как дождь просто фигашит. Отовсюду. Вот, смотрите. Вся стрела, вся клешня. Все в масле. Это я еще говорил, неделю назад надо было сделать. В баке вообще сухо. А раскладываем, ставим. И вот где клешня, зацеп, я думаю, туда подставим это полено. Ну а дальше, по ходу, дальше, я думаю, откручиваем болт один здоровый, большой. И полностью отсоединяем клешню. То есть шланги мы не будем откручивать. Для чего? Не нужно, я думаю. То есть мы открутим клешню, доставим здесь. И все, и выдвинем дальше эту телескопичку, стрелу выдвинем. И все, и дальше приступим разбирать уже здесь. Все увидите. Ну, вы, может быть, и уже видели в том году, в другом ролике. Кто не видел, то посмотрите, здесь будет подсказка. Так, ребят, ну вот примерно, как это будет выглядеть. То есть вот я на всякий пожарный подставил, в принципе, она упрется, нормально будет. Сейчас откручиваю вот этот болт, выбиваю палец, дальше откручиваю здесь и выдвигаю стрелу. Выдвигаю стрелу на полную. Здесь откручиваю цилиндр, это трубка, и вот эта трубка, которая уйдет вовнутрь. Откручиваю здесь направляющие, там и здесь. И, в принципе, можно будет вынимать. Так что приступаю. Так, ребят, ну вот, палец вышиб. Здесь открутил, шланги убрал. Ну, чтобы лишней работы не делать. Дальше открутил. Вот это как штука правильно называется? Ну, я так понимаю, чтобы она, по ней ездит. Пластмасска. И вот. То есть открутил. Вот. Сейчас я планирую назад подать, чтобы эта штучка опустилась сюда. И потом выдвигаю вперед. Все, дальше раскручиваем эти с той стороны. Ну и в последнюю очередь здесь. Так я сейчас пробовал ее вытаскивать. Она вытаскивается, но, зажата она так сильно. Вперед, когда будет подавать, и это сама вылезет.
Так, ребят, ну что, вот, как эти штуки называются? Кто знает, если подскажите, пожалуйста, в комментариях. Направляющие или как там правильно? Короче говоря, две выкрутились. Третья, вон видите, она как-то такое ощущение, как будто она не по резьбе вообще закручена. То есть она, блин, мертвая стоит. Вон я зубилом ударил. Только, ну, видите, вмятина. И с этой стороны то же самое. Две вышли, это ни в какую. То есть вон тоже, видите, зубилом. Вмятина какая остается, но не двигается. Ну, это я так, может быть, кто не знает. То есть вот видите, вот эти вот железки, а вот идут пластмасски. То есть пластмасски упираются в саму стрелу и не дает ей болтаться вот так, туда-сюда. Сейчас я иду обедать, время обед. После обеда откручиваю здесь два шланга, расплинтовываю здесь два болтика, добиваю палец. И все, и можно вытаскивать целиком стрелу с цилиндром. Пойду я обедать. Всем приятного аппетита, кто обедает, завтракает, ужинает. Так, ребят, ну что, обед кончился. Я уже после обеда открутил шланги. То есть один, второй. Масло тут налилось. Лопатой закидал, конечно. Литр, наверное, 3 слилось. Вот, напомню я вам, кто не смотрел тот ролик первый. То есть почему? Правильно было бы сначала, конечно, вытащить эту, потом вытаскивать цилиндр. Но здесь, вот видите, здесь какие-то умники обварили. То есть стопор, кольцо. Здесь, я так понимаю, наверное, канавка стесалась. Они взяли, заварили с этой стороны. И, естественно, с этой стороны. Сейчас приходится вытаскивать полностью. Эти штуки, если их не выкручивать, то есть когда начнешь вставлять обратно эту стрелу вместе с цилиндром, они оттуда выпадут и все, и вообще не вставятся. Потому что был уже опыт в том году. Вот, и сейчас я просто их сразу... Вот эти штуки я вот не помню, мы их, ну, нижние вытаскивали или нет. Ну, они, блин, заклинили вообще капитально, заржавели. Думаю, ладно, фиг с ним. Уж по одной-то я здесь вначале вставлю, если они даже вылетят. Вот, когда будем вставлять. А так все. А, да, вот палец вот я выбил. Вот. Все, видите, разложено по полочкам. Все грамотно и хорошо. Сейчас, я не знаю, подъедет погрузчик, наверное, и будем вытаскивать. Ну, а варить будем завтра. Завтра будет Корней или кто там, не знаю, сварщиков. Ну, желательно бы, конечно, Корней. Вот, и будем уже устранять. Ну, а сначала сейчас надо вытащить и найти, где течет масло. Все, вытащили цилиндр со стрелой. Извините, что не показал. Просто здесь некоторые люди не хотят попадать в камеру. Вот, ну идемте, я вам покажу. Так, вот, ее положили. Чтобы найти, где шла утечка, то есть привязал я опять шланги, прикрутил, дал давление. И оказалось, вот болтик кручен сюда, видите, да? А масло идет вот рядом с этого отверстия. Сейчас нужно разбирать еще до кучи цилиндр. Но разбирать вместе с этой штукой. Получается, сейчас опять надо откручивать шланги, стравливать масло, утапливать эту штучку, вынимать стопор и вытаскивать шток. Вроде как сейчас решили, что там, ну, типа кольцу хана. А ваше какое мнение? Напишите в комментариях. Что это может быть? Из-за чего? Именно вот с этого отверстия фигашит масло. Он наемничек второй рейс привез березку. Санек приехал с хвоей, но не разгрузился, шланг лопнул. Вот, ну а я, ребят, короче, постелил я вот эту штучку. Вот так встаю на колено. Понял я, что это за отверстие. Ну, я не знаю, правда или неправда. Это я так понял просто. Брал я вот эти плоскогубцы одной стороной, надавливал. То есть, ну, конечно, перед этим я открутил там шланги. Взял перчатку. Вот так. Перчатку. Молоток один, чтобы не поцарапать шток. И вторым молотком стучал, утопил эту штучку. Поршень этот, или как он там правильно сказать. Вот, потом брал вот эти плоскогубцы, надавливал. И этой отверткой его тоже сточил, ее чутка, подковырнул кольцо. Все, вышло. Вот сейчас нужно как-то вытащить. Я не знаю, как это вытащить опять. То есть она, блин, тяжелая. Один я нифига не вытащу. Не было бы вот этой вот заварки, было бы, ну, как положено, выбить, вытащить. То есть я бы сейчас сказал вести его гидравлистом быстрее
и без всяких хлопот. Вот. Сейчас нужно как-то думать опять, как это все выдернуть. Предлагают опять гидравликой, масла там вообще нету. Потому что я когда шланги отпустил, там прям зашипело и, ну, пена, короче, пошла. То есть выдавить, типа, гидравликой, маслом, ну, это так начальник предлагает, не знаю. Или как-то надо сейчас всем дружно вытаскивать, выдергивать опять погрузчиками или как, я не знаю. Да, кстати, сняли погрузчиками, то есть подъехал один маленький погрузчик. Вот. В том видео мы одним погрузчиком вытащили, в этом мы вытащили двумя погрузчиками. То есть один подъехал, придерживал, потом мы троем просто подъехал второй погрузчик, и на второй погрузчик на вилы мы выдернули. А вот Александр идет со шлангом. Ну все, короче, пойду я скажу начальству, что все я сделал. Нужно как-то теперь вытаскивать оттуда. Так, ребят, разобрали вдвоем. Сюда наставлял деревяшку и молотком стучал. Вот. И потихоньку она, ну, цилиндр слез. То есть вот неисправность. Вот, видите? Обглодано как бы типа. Ну, вот вся проблема. Ну и заодно здесь поменять все колечки. Вот эти-то вроде как бы нормально еще, но все равно заодно уже все сразу поменять. Вот, жара пипец. Вот надел панаму свою смачную. Так что сейчас принесут ключи. Пойдем посмотрим в контейнер, есть ли где такие кольца. Попробуем подобрать. Ну а если нет, тогда придется ехать в магазин завтра. Ребят, короче, как и предполагал я, ничего в этом контейнере нет. Все там облазили, даже близко нет, подходящего даже нет. То есть все эти колечки завтра, как образец, поедут в магазин. И по ним будут подбирать уже новые. Ребят, день следующий. Так, все привезли. Вот эти старые колечки. Вот новые два. На всякий пожарный на следующий раз. Так, сейчас мои действия какие? Так, солярку я припас. Смазочку, если что, я припас. Я здесь солярочкой сейчас отмываю. Потому что здесь песок, он всякая фигня-мигня. И, ну, тут ребята подойдут, кто знает, как тут собирать. Потому что я не разбирал, я сразу сказал. Говорю, кто разбирал, тот и пусть делает. Вот кто разбирал, тот подойдет и соберет. И, в принципе, думаю, начнем вдевать шток сюда. Ну а дальше включимся. Так, все, ребят, колечки на месте, помыто. Так, сейчас я здесь вот смажу литольчиком. И пока помощничек у меня есть, ставим шток. Одной рукой я не могу, ребят, извините. Вот, наносим смазочки для того, чтобы, когда начнем вставлять гильзу, чтобы не повредить резинки. Так посоветовали сделать. Ну и раньше так делал тоже. Вот и здесь то же самое. Обмажем сейчас. И все. Итак, парни, извините, что я, конечно, не показал вам. Но я думаю, тут ничего такого нет сверхъестественно. Вставил я гильзу один. Вот, но кольцо, правда, вставляли мы вдвоем. Вот это вот железное кольцо. То есть я его придерживал. Другой парень мне помог. И мы его вставили. Вот, сейчас я эту контрольку вкручиваю. Протяну, где у меня ключик, вот на 14. И все, я думаю. Молоточком подстучу ее, чуть-чуть туда загоню. Вот таким макаром. Сейчас я продемонстрирую. Блин, там солидоли. Вот, только он побольше молоточком. Ну, короче, вот так. По заднице постучу, он зайдет туда. И уже попроще будет его поднимать и вставлять сюда в стрелу. Так, все, ребят, цилиндр собран, все, назад он вошел легко, только я стал стучать, только один раз стукнул по нему, потом рукой взял, и он спокойно зашел сам. Вот я еще думаю, может быть, все-таки его чуть назад выдвинуть, чтобы он, потому что сюда надо будет попадать. Я так думаю, ее чутка выдвинуть и обратно, чтобы там полностью она не зашла. Ну, сюда я имею в виду, стрела не вошла. А то она, получается, полностью зайдет, будет мешаться об клешню. То есть надо, чтобы выдвинута она была. Ну, сейчас пока погрузчик занят, он там КамАЗик разгружает. Ребят, в этот раз вообще пипец просто вставляли. Ой, эту стрелу. Короче, блин, лучше выкрутить. Вот если кто-нибудь когда-нибудь, может быть, будет ремонтировать точно так же, как я, то лучше выкрутить, короче, их все. То есть вот эти две, они все мозги на сейчас
пропарили. Туда ее вставляем, а она не идет. Вставляем, она не идет. Короче, кое-как, еле-еле все-таки ее задел. То есть то та упирается, эта пластмасска, то это с этой стороны пластмасска. Короче, кое-как отжали вдвоем. И один кувалдой забивал, забили. Все-таки зашла она. Все, на место попали. Шланги, я замучился прикручивать. Блин, не закручивается и все. И так, и сяк. Это весь просто был в мазуте в этом, блин, в масле здесь. Ну, сами видели, да? Короче, накрутил, все. Сейчас мы берем на 10 головочку. Идем, закрутим палец. Сейчас я зашплинтую. Вот. И переходим вот на эти штуки. То есть я сейчас здесь тоже смажу. Да, вот я пытался, видите, выкрутить. То есть ни в какую она не идет и все. Рубится. Взял даже трубу. Вон труба валяется, видите. Трубой потом наставлял. Фигачили кувалдой. Не идет и все. Ну то есть сейчас здесь промажу. Закручу, затяну и с той стороны. И зашплинтую. Пока вставляли эту штуку, забыл пластмасску ставить. Но это ладно, полбеды. То есть я сейчас закручиваю здесь. Ставлю назад шланги. Потом пойду, наверное, в вагончик за маслом. Если привезли, конечно. Вот, заливаю масло в гидробак. После этого выдвигаю, вставляю эту штуку и прикручиваю. Вообще вот здесь еще надо прикрутить тоже щеку. Ну и там потом пальцы. Кого-то надо позвать будет. Так, вот. Возьмем мы смазочки такой смачной. И нанесем на резьбу. Промажем. Потому что, как говорится, чем черт не шутит, вдруг она опять сломается нафиг. А то и дело что-нибудь ломается. А здесь вроде вот видите, ну, солидол, все дела, да, ну, блин, не знаю. Почему она так вот? И здесь то же самое, видите, рубится, но не откручивается, даже с места не хочет. Вставляем потом пластмасски. Вот видите, пластмассочка. Ребята, если кто знает, напишите в комментариях, как эта штука называется, вот эти пластмасски. Сейчас я протяну и потом зашплинтую. И здесь то же самое. Все, примерно я сделал. Но еще не все, не основательно все. То есть масла в складе в вагончике нет. То есть я сейчас жду, когда привезут масло. То есть останется вот, чтобы установить. То есть вот эту пластмасску, вот, ну, закрепить ее, чтобы она не выезжала вот этими двумя болтами. Ну и закрепить пальцем клешню. Вот, как-то так. То есть она чуть опустилась и не совпадает. Но масла в баке нет. То есть ее как бы надо приподнять, ну и поймать отверстие, чтобы ставить палец. Вот. А здесь выдвинуть. Здесь получается выдвинуть, положить сюда эту штучку, туда ее, ну, пластмасску, туда ее вставить и двумя болтами закрепить. Жду не дождусь я этого масла, решил попробовать так. Короче, завел, попробовал, нажал педаль, чуть выдвинулось, здесь совместил. Попробую сейчас молоточком ударю. Не, блин, одной рукой неудобно, надо, короче, шевелить. Вот, залезть, попробовать приподнять и все, и забить. Извините, что сегодня так показываю. Просто, блин, один делаю. То есть руки в масле, в мазуте. То есть не могу я держать камеру мазутными руками. Так что как-то так. Ребят, самое плохое — это ждать и догонять. Правильно? И вот пока я ждал, то есть масло долить, думаю, дай попробую. Все-таки получилось у меня. Все, 15 раз я тут, конечно, залазил-слазил. Я имею в виду туда наверх. Помощник, как всегда, фиг дождешься. То есть вот, все закрепил, все закрепил. Вот эту пластину я, конечно, молотком туда застучал. То есть туго она как-то зашла. Вот. И здесь вот, видите, как-то начала она прям так упираться хорошо. Хотя я ее не крутил, в принципе. Вот. Крутил я эту и с той стороны. Эти я не крутил. Вам видно, нет? То есть она как бы туда. Ну, конечно, я понимаю, что эти вот эти штуки, направляющие, или как их правильно назвать, вот, они держат по центру, как бы вот так вот. То есть держат ее, чтобы она не ходила вот так туда-сюда. Ну, в принципе, как вот она была, так и есть. Если только вот единственное, вот эти я нарушил. Вот. Ну, а так вроде в целом, вроде как ничего, да? Пойдемте залезем наверх, попробуем выдвинуть, если масла, конечно, хватит. Рычаг на себя.
Поднимаем и пробуем, выдвигаем. Так. И обратно. Чуть-чуть дергается, но это, наверное, скорее всего, маслом маловато. А может быть, не прокачалось просто еще. Вот. Вроде все хорошо, ребят. Так, ладно, складываем. Пойдемте еще посмотрим на шланги. Как там шланги. Вот. Ну, я имею в виду соединение, закрутил я. Нормально или нет. И, наверное, будем ждать масла. Без масла стопудово работать уже не поедем. Потек. Но это, скорее всего, там в клешне находилось масло. Потому что, когда я крутил, я видел, там вот на этой железке было масло. Но здесь, самое главное, нет. Здесь нет. Вот где я откручил. Это вот. Здесь потом надо будет стяжкой соединить. Привезут, зальют. Поедем испытанием. Буду держать вас, конечно, в курсе. Ну а на сегодня все. И по традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях делитесь обязательно опытом. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в следующем видео.